После просмотра этого видео вы узнаете, почему дом на винтовых сваях должен рухнуть через 5 лет. Вам откроются секреты монтажа винтовых свай самым быстрым способом. Точно поймете, как Дед Мороз рвет винтовую сваю. И вишенка на торте, мы покажем, как сэкономить 5000 рублей и огрести проблем на 500. В этот раз реальная история о монтаже винтовых свай для массивного забора около частного дома. Но поверьте, точно так же многие фирмы делают и сваи для фундамента частных домов. Итак, начнем. Наш заказчик планировал сделать массивный забор. Это должна была быть железобетонная лента и на ней красивое кирпично-металлическое ограждение. Почва была глинистая, поэтому проектировщикам было принято решение заглубить ленточный фундамент на 50-70 см и подвесить его на винтовые сваи. Минимальное заглубление для винтовых свай обозначили отметкой 1,5 метра ниже уровня земли. Это требуется для заглубления сваи ниже линии промерзания, позволяя избежать поддомкрачивания конструкции силами морозного пучения. Это одно из главнейших правил, которые необходимо соблюдать при монтаже винтовых свай. Первым этапом по проекту производилась откопка траншеи и закручивание винтовых свай в местах будущего расположения пролетных кирпичных колонн. Далее в траншее планировали выполнить песчаную подушку, установить опалубку, произвести армирование с дальнейшим бетонированием ленточного фундамента. Специализированная свайная компания, которая была выбрана заказчиком для монтажа свай, сама предложила сваи не менее 2,5 метров длиной. Цитата. «Чтобы точно сделать глубже линии промерзания». Естественно, оплата материалов и работ формировалась из длины свай и метража вкручивания. Необходимо отметить, что мы настоятельно рекомендовали присутствие нашего специалиста в процессе закручивания свай. Однако свайная компания в ходе переговоров с заказчиком убедила его, что технадзор будет лишним и скорее всего будет мешать, потому что у них все налажено до автоматизма и местный прораб сможет все проконтролировать самостоятельно. Итак, заказчик отказался от контроля в процессе монтажа свай. Нам в такой ситуации оставалось только выдать рекомендации для свайной компании, которые были минимальными. Первое. Необходимо вести журнал остаточной длины для каждой сваи. Это не тяжело. Всего нужно было измерить отрезанные фрагменты и записать остаточную длину для каждой сваи. Пункт номер 2. Сваи, которые были менее допустимой длины по различным причинам, нужно было по согласованию с заказчиком либо усилить дополнительными, либо дальше закручивать уже механизированным способом. В третьем пункте мы оговаривали, что нельзя применять сваи с деформацией ствола или лопастей. Четвертый пункт. Сваи необходимо полностью заполнять раствором или смесью ЦПС во избежание образования воздушных карманов. Причину данного требования мы объясним позднее. Пятый пункт говорил о том, что приваривать оголовок сваи можно только к цельному куску трубы. Имеется в виду фрагмент без технологических отверстий. Шестым пунктом мы напоминали, что необходимо контролировать наличие антикоррозийной обработки внутри и снаружи сваи. Допуски по отклонению сваи от вертикали были учтены в договоре между заказчиком и свайной компанией. Необходимо отметить, что все наши рекомендации были приняты свайной компанией к исполнению, без сопротивления и изменений. В итоге свайные работы были окончены, и со слов подрядчика сваи в количестве 44 штук были закручены за один день, все как одна без отрезов. Журнал учета размеров свай не понадобился. Также подрядчик сообщил, что сваи были все заполнены раствором, а головки приварены, все было готово к сдаче выполненных работ. Местный прораб присутствовал при работах и по завершению
подтвердил заказчику высокий профессионализм и качество выполненных свайных работ. На следующий день, по запросу заказчика, наш специалист строительного контроля приехал на проверку, и она проходила так. Произведя осмотр первых свай, специалист выявил, что имеется большая подвижность сваи, то есть они качаются в земле, если приложить усилия к оголовку. Присутствующий на приемке работ представитель свайной компании сказал, что свая качается, потому что земля вокруг нее замученная и наполнилась водой, отчего свая как расшатанный зуб. Но когда земля осядет на свое место, все схватится и будет стоять намертво. Да-да, вот такие метафоры применяют монтажники. Но наш специалист сказал, что у него имеются большие сомнения в глубине залегания сваи, и для проверки необходимо демонтировать, выкрутить выбранную им сваю. На это предложение получил он ответ, что для проверки фантазии технадзора уже нет возможности выкрутить лопасти сваи с глубины 2 метра. Ну что делать? Наш специалист видит, что при приложении боковых усилий свая шатается, как будто закручена на 20 сантиметров. А подрядчик уверяет, что закручивал все сваи на глубину не менее 2 метров и отказывается делать проверку. Неизвестно, что перевесило – интерес или профессиональная гордость, но взял технадзор ломик и лопату из своей машины, а далее совершил чудо, выкрутил эту сваю на радость всем присутствующим. Свая оказалась просто гигантской, аж целых 80 сантиметров. Вот такая реальная экономия на материалах и усилиях по закручиванию свай. Данная ситуация была незамедлительно сообщена заказчику, который сказал, что пока он думает, как поступить, нужно проверить остальные сваи и проверять другие параметры качества. И действительно, вдруг это просто досадная случайность с одной сваи. Второй пункт проверки, намеченный нашим специалистом, был узел присоединения оголовка сваи. В результате осмотра самых ближайших свай было замечено, что имеются сваи, где часть оголовка была приварена непосредственно в местах технологических отверстий, а не цельного куска трубы. Значит, оголовок сваи держался на 2 огрызках металла. И таких свай было предостаточно. Далее специалист строительного контроля начал проверку заполнения ствола сваи. Заполнение сваи можно проверить методом простукивания. В данном случае при простукивании технадзор услышал звонкий звук, которого не должно быть, если сваи внутри были заполнены раствором или сухой смесью. Считаем необходимым напомнить, что сваи не должны иметь внутренней воздушной полости по нескольким причинам, таким как кислород активно участвует в процессе коррозии. При перепадах температур на металле в воздушной среде будет образовываться конденсат, что ускорит процессы коррозии. И с большой вероятностью произойдет заполнение пустого пространства водой. Это может быть вызвано накоплением конденсата или разгерметизацией стенок ствола свай. При этом верх сваи находится выше линии промерзания, что в результате подмораживания накопленной воды приведет к разрыву стенок сваи. Произойдет так называемая разморозка. Теперь вам более понятно, почему важно не оставлять воздушных пустот внутри винтовых свай. Продолжим. По вышеуказанной причине наш специалист потребовал произвести контрольное вскрытие оголовка одной из свай для подтверждения или опровержения его предположения об отсутствии заполнения свай. Представитель свайной компании долго настаивал на переносе проверки на другой день, но настоятельные требования специалиста поддержал заказчик, возмущенный первыми инцидентами. В результате работники свайной компании принесли болгарку и приступили к демонтажу оголовка. Сняв оголовок, было зафиксировано, что верх сваи не менее чем на 50 см был пустой, но свая была заполнена просто мутной жидкостью, которая имитировала заполнение строительным раствором.
важно заметить, что на фотографиях мы видим внутри сваи уже активная коррозия. И это на абсолютно новых изделиях. Понимая, что запахло жареным, прораб, который контролировал работы, в итоге признался заказчику, что день был очень суматошным, и он только посмотрел, как закручивает первые 2 сваи, а далее занялся своими делами, изредка приходя с вопросом, как дела и все ли в порядке. На что ему отвечали: все отлично. Вот, как говорится, шах и мат, клятвенным обещанием качества, рекламе и полной автоматизации процессов. Везде работают люди, и эти люди спокойно оптимизируют процессы, как им будет выгодно, лишь бы по-легкому заработать денег. По окончанию проверки свайная компания была вышвырнута с объекта заказчиком без права исправления многочисленных дефектов, как потерявшая доверие. При этом представители компании со всеми выявленными дефектами согласились и гарантировали демонтировать все свои сваи в течение 2 рабочих дней, а также незамедлительно вернуть аванс. Сваи были демонтированы за 1 день, но только через 2 недели, а аванс возвращался в течение 1 года и только после досудебных разбирательств. По итогу данной ситуации мы имеем следующее. Из плюсов: экономия на работе специалиста строительного контроля в течение 1 смены. Ну а надежда на разрекламированную компанию и обещание повлекла следующие последствия. Первое. Потеря в сроках монтажа свай, а значит и забора в целом, на 20 дней, что потянуло за собой срыв сроков по благоустройству, и в итоге до морозов не успели. На месте демонтированных свай появилась развороченная земля, что повлекло необходимость вкручивать следующие сваи уже с помощью техники, а значит дороже. Простой в работе вызвал затопление траншеи, что также повлекло работы по водоотведению. Серьезной проблемой для заказчика было и заморозка денег авансовой части на целый год, пока шли разбирательства. В этот год работал юрист, который писал досудебные претензии и отвечал на отписки свайной компании. Также заняло достаточно времени выбор другого подрядчика и перечисление ему следующего аванса. Вы хотите знать, на что надеялся заказчик? Мы ответим: на чудо и порядочность разрекламированной свайной компании. А вот на что надеялся представитель свайной компании? Конечно, на отсутствие качественной проверки, лень проверяющего и на то, что всегда так прокатывало и в этот раз должно прокатить. Дальнейшие действия свайной компании показали, что для них это было просто мелким недоразумением. И повышать внимание на качество своих работ они не собираются. А еще и как бонусом пользовались целый год деньгами заказчика, которые были им предоставлены как аванс для выполнения работ. Из данной ситуации нужно сделать следующие выводы. Конечно, кто-то скажет, что это всего лишь фундамент для забора. Но поверьте, исправление ситуации потребовало вложений до 500 000 рублей. И это при условии, что дефект был вовремя замечен и устранен. То есть прямых последствий не наступило. А если с таким качеством сделать фундамент вашего дома, то последствия могут выражаться не только в крупном денежном и временном исчислении, а могут стать угрозой для жизни и здоровья ваших близких и родных. Самое неприятное, эти скрытые дефекты проявят себя примерно через 5-10 лет. А в такие сроки не только закончится гарантия, как по договору, так и по закону, но и компанию, которая выполняла работы, вы вряд ли найдете, хотя она будет заниматься тем же самым, с таким же качеством, но совершенно под другой вывеской.